3 года назад китайская компания SAIC выпустила 7-местный рамный внедорожник Maxus D90, который мгновенно снискал славу на азиатском авторынке. В сети он уже получил уверенный статус убийца Land Cruiser, что отчасти правда, ведь когда речь заходит о автопроме Поднебесной, любители езды по бездорожью рассчитывают на демократичный ценник, который может предложить в основном только китайский автопроизводитель. Помимо привлекательной стоимости, в 2021 году кроссовер Maxus D90 по-прежнему будет радовать поклонников модели рестайлингом, который был произведен еще в 2020 году. Тогда же модель была наделена приставкой Pro, указывающей на модернизированность версии. Кстати, на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на автомобили марки Maxus. Ссылку на Maxus D60 вы сейчас видите на экране. Ну а теперь познакомимся с модернизированным паркетником поближе. По экстерьеру Maxus D90 можно заметить большое сходство с кроссовером Infiniti QX60. Никто особенно этого не обсуждал, но учитывая, что тут еще и аудиосистема от японского производителя, можно предположить, что, возможно, между автобрендами была какая-то договоренность. В целом, рестайлинг внешний облик особо не затронул, разве что был подправлен рисунок оптики. Стоит отметить, рестайлинговая версия 2020 года получила экспедиционную комплектацию, которая отличается установкой увеличенной шипованной резины в 21 дюйм. Для сравнения, стандартный D90 Pro получил 18 и 19 дюймовые колеса в зависимости от комплектации. Габариты, независимо от комплектации, остались прежними. Длина составляет 5005 мм, ширина 1926 мм, высота 1880, а колесная база 2950 мм. Также нельзя не упомянуть, что дорожный просвет по паспорту достигает 205 мм, а обвес позволяет покорять рампы в 28 градусов и съезд в 24 градуса. Об объеме багажника производитель ничего не уточнял. Но при визуальном осмотре становится очевидно, что он достаточно просторный. Помимо внешности от Infiniti, интерьер D90 Pro имеет много общего с салонами от BMW и Volvo. Родственность с немецким брендом по большей части просматривается в дизайне. Обновленный внедорожник имеет силовую раму и независимую подвеску, укомплектованную двойными поперечными рычагами спереди и 5 рычагами сзади. Дореформенная версия предлагалась с бензиновым 2-литровым турбомотором на 4 цилиндра с отдачей в 224 лошадиные силы при 360 Нм максимального крутящего момента. В 2020 году SAIC начал предлагать две комплектации. Одну на бензине, вторую на дизеле. Первый вариант получил турбомотор на 2 литра с отдачей в 217 лошадиных сил при 350 Нм крутящего момента с расходом горючего всего в 9,2 литра. 2-литровый дизель обзавелся поддержкой сразу 2 турбин. Он аналогично выдает 217 лошадей, но уже при 480 Нм крутящего момента. Расход у этого мотора поменьше, он составляет 8,2 литра на сотню. Оба двигателя позволяют машине набирать скорость до 185 км в час. Разгон до сотни занимает 9 секунд. Касательно трансмиссии, Maxus D90 Pro теперь предлагается с 8-диапазонным автоматом от ZF вместо 6-ступенчатой автоматической коробки передач. Внедорожник оборудован интеллектуальной системой полного привода, которая позволяет владельцу настраивать тягу в 4 режимах. 2H предлагает тягу только на заднюю ось, режим 4H дает тягу на все 4 колеса. При выборе режима Auto компьютер сам выбирает, сколько колес использовать в зависимости от условий. 4L предполагает полный привод на пониженной передаче. Помимо этого, производитель предусматривает 6 режимов настроек в зависимости от дорожного покрытия: авто, эко, спорт, снег, скалы и песок. По дополнительному оборудованию D90 Pro получает мультируль, электрический ручник,
трехзонный климат-контроль с отдельной панелью управления на задних рядах, мультимедийку с 12-дюймовым тачскрином и аудиосистемой от Infiniti, систему стабилизации, антиблокировку тормозов, круговой обзор, систему контроля дорожной разметки, панорамную крышу больше метра в длину и 0,7 метров в ширину. Также в демократичный ценник входят премиальные материалы отделки вроде кожи Алькантара. Стартовая цена составляет $27 250, что стоит отметить почти на $4000 больше в сравнении с прошлой генерацией. Скорее всего, это связано с пересмотром комплектаций. На этом все, спасибо, что были с нами. Если данное видео вам понравилось, то рекомендуем подписаться на наш канал, высказать свое честное мнение в комментарии и поделиться данным видео с друзьями.